А, Вот, кстати, тут на днях прозвучало заявление генсекретаря ООН об отсутствии перспектив проведения мирных переговоров с Киевом. Меня просили прокомментировать журналисты. Он сказал, что в ближайшей перспективе они исходят из того, ну вот так было сказано, что позиция Антонио Гутиереша не может являться, что позиция господина Гутиереша заключается в том, что каких-то возможностей или перспектив для какого-то переговорного процесса ее нет. Вы знаете, ну, на мой взгляд, и нас просили это прокомментировать очень многие журналисты, я хотела бы просто подчеркнуть, что по данному вопросу ни у генерального секретаря Организации Объединенных Наций, ни у его подчиненных не просматривается какой-то реалистичной, беспристрастной позиции. Соответственно, вот эти высказывания не могут служить ориентиром ни для чего, как и символом ничего тоже не могут служить. Есть масса предметных и находящихся в ведении секретариата ООН целей и задач и непосредственно функциональных обязанностей, которые, собственно говоря, и должны решаться. Но по ним мы слышим отговорки, невнимание, отсутствие желания разбираться. А вот когда, в общем, знаете, вот это все находится вне зоны и компетенции, и компетентности, то почему-то делаются выводы космического масштаба. Честно говоря, мы не знаем, учитывалось ли то, что, во-первых, российские официальные лица никогда не высказывали какое-то агрессивное неприятие переговорного процесса, отказывались от переговоров. Мы не знаем, в курсе ли секретариат ООН о том, что именно киевский режим эти переговоры в апреле остановил. Мы, опять же, хотели бы уточнить, а знает ли в секретариате ООН о том, что Зеленский не просто выставляет заведомо невыполнимые условия для каких-то там переговорных потуг, но он же ввел с октября текущего года официальный запрет на любые переговоры с Россией. Причем тут мы? Вот хочется спросить, если есть желание у представителей Организации Объединенных Наций просуждать на тему переговоров, наверное, с этого стоит начать. После того, как с марта текущего года в ходе 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблея ООН приняла целый ряд неконсенсусных резолюций с осуждением России, секретариат ООН вряд ли может позволить себе полностью непредвзятую оценку учреждения или утверждения представителей этой структуры о том, что секретариат обязан придерживаться таких решений государств-членов, по сути, лишают генсекретаря возможности выступать в качестве беспристрастного брокера. В то же время мы знаем, что у Генеральной Ассамблеи немало неконсенсусных решений по другим острым вопросам, где у государств-членов просто диаметрально противоположная позиция. И это не мешает ООНовским чиновникам сохранять равноудаленный подход, комментировать взвешенно, сбалансированно, непредвзято, просто не усугублять ситуацию. Хотелось бы также напомнить, что было бы неплохо, если бы такой же подход распространялся и на комментарии по ситуации вокруг Украины.